Пацаны, пацаны, вы держите штаны, вы держите штанишки, парнишки. Дорогие друзья, прекращаю петь, боюсь, что вы сейчас выключите видео. Дорогие друзья, здравствуйте, и дорогие подписчики. Кто же не помнит эту замечательную песню середины 90-х годов прошлого столетия, когда под эту песню сотрясались актовые залы школ, профтехучилищ, и она звучала буквально из всех квартир, всех домов. Дорогие друзья, конечно же, группу «Ласковый бык», которая была на вершине славы целых 5 лет с 1989 по 96, знают все, кто заканчивали школу, были в подростковом возрасте в 90-е годы прошлого столетия. Дорогие друзья, если вам нравятся мои видео, щелкайте по колокольчику, выбирайте все уведомления и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Щелкайте по колокольчику обязательно, и именно все уведомления. Солист группы «Ласковый бык» Алексей Блохин родился в 1965 году на Тихой Нижегородской улице в простой рабоче-крестьянской советской семье. И был примерным мальчиком, но ровно до 8 класса. В 8 классе он понял, что очень любит спорт и играть на гитаре. А еще, оказывается, он очень любит что-то мастерить. И Алексей Блохин решил бросить школу номер 35 и перейти учиться в профессиональное техническое училище по специальности слесарь. Сам Алексей Блохин признавался, что в эти годы, в годы перестройки, в годы экономического кризиса, они с друзьями многое что творили, такое творили, что и рассказывать уже не хотелось. Работая на заводе, Алексей Блохин переводится на заочное обучение в Москву на юридический факультет одного из столичных вузов. Он учится, работает на заводе и параллельно записывает несколько альбомов. Но, к сожалению, в 80-е годы эти альбомы не увидела широкая публика, и они, к сожалению, бесследно пропали. Но Алексей Блохин не опускал руки и продолжал упорно работать и сочинять песни. И, наконец, в 1989 году ему удалось создать группу таких же парней, как и он, которую они окрестили «Ласковый бык». И тогда в Тольятти вышел дебютный альбом группы под названием «Пацаны», с одноименной песни «Пацаны», куплет которой я вам пропел в начале этого видео. Но гастроли по Тольятти не устраивали Алексея Блохина и его группу, и они решились на более широкий размах. И вот тогда к ребятам пришла настоящая слава. Альбом «Пацаны» раскупался колоссальными тиражами, и группа «Ласковый бык» давала концерты по всей стране. Они выступали на одной площадке с идолами того времени группы «Технологии», Кармен, Любэ и Богданом Титомиром. Но, к сожалению, слава стала утихать примерно к 1996-97 годам прошлого столетия. Тем более у Алексея Блохина появилась пагубная привычка. Он стал часто выпивать. Его родители сильно волновались за сына и просили его вернуться к себе обратно в Нижегородскую область. Кажется, что Алексей Блохин немножко остепенился, он создал семью, полюбил девушку Марину, у него родились 2 детей. Все это время Алексей Блохин пытался вернуть группе былую популярность, пытался писать новые песни и давал пару-тройку концертов в месяц. Но, к сожалению, в 2015 году случилось несчастье. Алексея Блохина госпитализировали с вирусным менингитом в родном городе Тольятти. Спасти его не удалось, и Алексей Блохин скончался. Дорогие друзья, если вам нравятся мои видео, щелкайте по колокольчику, выбирайте все уведомления
и подписывайтесь на мой канал. Пацаны, пацаны.